Смотрите, Soundcore Space One. Наушники. При этом это очень неплохие наушники за свой бюджет. А знаете почему? Потому что Anker, да, Anker по-разному его называют в разных странах, но Anker создали наушники, которые по сути являются сбалансированными и как бы по заявлениям конкурентам каким-то более топовым моделям компании Sony либо Bose, да? Все хорошо, но давайте теперь я вам скажу свое мнение. Вот если ты хочешь создать ширпотреб, то сделай наушники, в которых будет комфортно и классно слушать попсу. Например, что у нас там? Рэп. А что еще? Например, какой-нибудь например, какую-нибудь электронику, EDM, танцевальную музыку и техно. Да и все, в принципе. Ну, джаз более-менее можно послушать. И вот тогда это называется у нас нифига себе конкурент премиальным наушникам Bose и Sony. Это, по крайней мере, так Anker назвали. Хотя в целом наушники действительно классные. Здесь и 40-миллиметровый динамический излучатель, и активный шумодав, который режет до 98% шумов. Вдумайтесь, это действительно при этом адаптивный. Здесь Heard ID классная тема, это которая строит золотой профиль звука, она измеряет твой слух в различных частотах и диапазонах. Это прям отлично. У него есть, смотрите, оптический датчик. Мы еще на распаковочке посмотрим. Я, правда, не знал, что это такое. Который позволяет там, при снятии, одевании он будет включаться, выключаться. Есть мультипоинт для подключения к двум устройствам одновременно. И мало того, это все подкреплено. Смотрите, вот такой вот сертификацией Hi-Res Audio Wireless и Hi-Res Audio. Все из-за того, что у него есть еще и кодек LDAC до 990 килобит на Android, да? Это все очень круто. Но такие жанры, как классику, как тяжелый металл, вы здесь нормально не послушаете. Это то, что я даже слушать нормально не мог. Я послушал их, конечно, достаточно долго, их больше недели слушал. И вам сегодня обзорно, просто вот очень сжато будет. Мы послушаем что-то, конечно же, посмотрим их возможности и, конечно, потестируем, как можно разговаривать. Очень классные вот эти вот накладки, они, в принципе, с эффектом памяти, и наушники являются полноразмерными, хотя, опять же, из минусов, не для больших ушей. Когда у вас чуть-чуть великоватые уши, вы будете чувствовать прилегание к сеточке, да, ну так называемой, или фильтру, как он называется. Хотя наушники прям вот топово сидят, и про эргономику мы еще с вами поговорим, я их одену. Ну что, пойдем их распакуем, наверное. Посмотрим эргономику, посмотрим, сколько стоит, что заявляет производитель, и, конечно же, послушаем, и там уже сделаем выводы. Но я вам скажу, что это более такой ширпотреб с маркетингом, достаточно качественный ширпотреб для массового слушателя. Хотите качество, найдите то, что будет классно звучать по классике и по джазу. Здесь джаз средний, но хотите массовости, то это попса. И же с ним, скажем так, что у нас там, попса, хип-хоп, рэп и электроника. Все, ребят, переходим и уже, слушайте, стоп, подписаться, нажать колокольчик, ссылка в описании под видео, акции наши, короче, ребят, все, переходим. Технозон. Soundcore by Anker. Anker с шумодавом, Space One, Noise Down, короче, понаписывали кучу всего. Здесь смотрите, Hi-Res Audio Wireless, Hi-Res Audio, адаптивная ANC и время работы 55 часов. Это без шумодава, 40 часов с шумодавом. Прикинь? Смотри, как все это прикольно, а? Смотри, какая гарантийная пломбы везде. Вот это Anker, конечно, они заморачиваются по-серьезному, так вообще, смотри, раз, поняла, и ты назад уже ничего не приклеишь. Подожди, как это приклеилось? Ну ты поняла, оно оно не будет держаться. Если ты его отклеила, смотри, раз, и они уже, оно очень-очень тоненькое, ты поняла, пломбочка? Вообще, ладно, давай, а как вот эту пломбу снять? Смотри, тоже как у серьезных брендов таких. Оп, и ты назад это уже нормально не приклеишь, никогда. Это только внутрь приклеивать. А ну-ка, оп. Ну что, будем, теперь оно ко всему липнет. Ну и как его достать теперь по-нормальному, а?
За эти хлясты будем бежать сейчас. Есть. Все. Смотри, вот так вот сейчас сделаем. Смотри, на внутреннюю сторону раз пломбу, 2 пломбу, 3 пломбу. А эти уже не хотят. Так, смотрим. Что это у нас такое? Переведи, пожалуйста. Алла Верды. Это совсем по-китайски вообще, капец. Так, саундкор. Ой, слушай, прям это полный размер. Это полный размер, смотри. О, Это полный размер. Так, сейчас мы к ним вернемся тихонечко. Смотрим наличие. Ух ты, подожди, инструкции сколько интересных. Есть мешочек. Смотри, какой кабель, а. Анкер, вы охренели. 2 кабеля. Смотри, какие. Смотри, какой. Это тот, который не путается. Это 3,5, а это просто для зарядки Type-C. Ну, так фигня полная. А вот это прям вообще это кабель, который не путается. Понял? Видишь, с направляющим потрогай. Потому что он же подключается и через Bluetooth, и через 3,5. Давай вот так вот подержи. подержи, пожалуйста. Да блин, взяла, швырнула. Уже есть? Видно? То есть он рифленый. Вот этого как раз не видно. Нет, не хрен с ним, все. Мы здесь наушники обозреваем, а не кабели. И чехольчик, смотри, какой прикольный. Носить с собой можно. Они что, складные? То Они есть мне нельзя показать рифленость кабеля, а чехол это оно. Да, а теперь смотрим. Итак, сама по себе душка. Смотри, все в коже молодого дермантина. Кстати. Люблю Попробуй. молодых. Попробуем. Дермантинов. Люблю молодых дермантинов. Не, слушай, на ощупь прям вообще топ. Вообще. А вот это вот у нас Memory Foam, кстати, они с эффектом памяти. Вот Они эти штуки. запомнят мои ухи? Да, они запомнят любые уши. У них память. Потом расскажут новым Да, ушам. потом расскажут всем. Так, смотри, у нас меняется длина. А ну. Слушай, ну прям достаточно качественно. То есть они, конечно же, складываются, их можно сложить для того, чтобы носить, ну, конечно, складывать в каком-то, они поворотно складываемые. А что это такое? Опа! Ты понял? Смотри, сняли. Пленка. Пленка, смотри, у нас тут какая есть. Лэ. Подожди, а здесь есть такое или нету? Здесь тоже такое есть. А там был фантик. Сейчас, подожди. Здесь куча каких-то этих динамиков, блин. Капец. Слушай, ну, короче, смотри. Type-C-шечка, 3.5 выход. У нас здесь есть, микрофон. Нет, это noise cancelling, я вижу. Кнопка включения-выключения. Кнопка play-pause и регулировка громкости. Смотри, у нас есть много микрофонов для ANC. Ну, вот у меня есть большое сомнение, что ANC на полных размерах будет нормально работать. Я тебе серьезно говорю. У меня есть прям подозрение. Неплохо. По материалам интересный ABS пластик. Да? Вот эта штука, она прям мягкая. Очень приятная на ощупь средней жесткости. Вот эти штуки с эффектом памяти. Это тоже такой, я не скажу какой-то материал, но это какой-то искусственный материал, само собой. Внутри у нас, видишь, право-лево есть отметочки. Они поворотные. Блин, что это за прикол? А ну, напишите мне в комментариях, пацаны и девчонки. Потому что он есть только на одном ухе. Вот это меня смущает. Чтоб левая дышала, а правая не обязательно. Левая дышала, спасибо. Чтоб левая дышала. Ладно, ребят, пошли попробуем эргономику. Как они сидят на голове. Так, эргономика. Эргономика, вообще, смотрите, как удобно, да, то есть, если он у вас в режиме переноса, вы повернули, то есть, никакого люфта у нас дополнительного нет, достаточно все мягко. А ну-ка. Средняя жесткость посадки, сразу говорю, средняя жесткость, то есть сверху вы чувствуете душку, она не, вот знаете, как бывают наушники, у них очень такая, знаете, прям воздушно-мягкая душка, и ты ее не чувствуешь. Здесь ты чувствуешь небольшое давление, но не приносит дискомфорта. Уши полностью поместились в наушники, да, то есть амбушюры мягко сели, но я чувствую прикосновение именно внутренней части, то есть, хотя это и полноразмеры, но я предпочитаю больший формат, там, где уши не прикасаются к внутренней части именно самих вот этой вот сетки, да. Но это очень неплохо. Неплохо. Я даже вот в выключенном состоянии, мне достаточно трудно, я сейчас, наверное, кричу, да? Не, нормально? Я тебя практически не слышу. Ну, скажи что-нибудь. Я говорю тебе, что Ну, я тебя почти не слышу. То есть тут, знаете, шумодав
плюс сама плотность посадки сделает свое дело. Не думаю, что они будут вызывать дискомфорт, хотя при долгой носке вы будете их ощущать. Я вам серьезно говорю, но дискомфорта они не вызовут. Сидят очень плотно, хорошо, доступ к органам управления легкие, главное привыкнуть. То есть они чуть сзади, спереди их не видно, ну, все нормально, в принципе, все очень отлично. 3,5 у нас с какой стороны? Вход. Не тут. Микрофоны не тут. Сейчас посмотрим. Нет, 3,5 вот с этой стороны. Он с левой стороны, да, он так внутрь запрятан. То есть, ну, как традиционно на наушниках проводных, обычно с левой стороны 3,5 вход. Ну что, пошли их теперь слушать. Слушайте, ну я в наушниках, конечно, сижу, шумодав сумасшедший. Нифига не слышу вообще полностью. Это, знаете, как в рыбном вакууме. Но мы сейчас посмотрим там приложение еще, потестируем, но ой-ой-ой. Это зачем мне? Это типа, если я в рыбном вакууме, то рыбная шапочка? Будешь мне Идите вы знаете куда. Короче, оригинальный Soundcore Space One ANC Wireless Bluetooth Headphone Stronger Voice Reduction. Блин, нафига так вот так вот? Зачем вот так вот очень много всего написали, непонятно. Но стоят они сейчас $79, и цена не окончательная. Ссылка в описании под видео. Переходите, смотрите, сколько актуальная цена на текущий момент. И плюс для aliexpress.com у меня есть там всегда промокодики. Закинул вам тоже в описании под видео. Есть 4 цвета. Голубой, розовый, белый. Ну, белый он больше кремовый такой. И черненький. Ну, само собой выбрал черненький. Особо ничего они почему-то не расписывают. Вот есть какие-то хайлайты, да, как всегда, там вот, они показывают туда драйвер, а я специально для вас прям подготовил такой небольшой рефератик, изучил досконально эти все характеристики. Теперь смотрите, драйверы 40 мм динамические излучатели с поддержкой Hi-Res Audio, само собой, сертификация, потому что у них частотный диапазон от 20 Гц до 40 тысяч Гц. Прикольно. Сопротивление 32 Ома, чувствительность 96 дБ, поддерживает 5.3 Bluetooth кодеки SBC, AAC, LDAC, и при этом LDAC 990 килобит для Hi-Res на Android, на секундочку. Потому что они здесь, опять же, вот я не понимаю, Anker, наушники больше классные по своим характеристикам, а они делают упор на то, что они легкие. И можно в Soundcore сумочку их ложить. Ну, твою налево. Ну, о чем вы вообще говорите? Да? Ну, показали вы, что у вас есть Hi-Res Audio и Hi-Res Audio LDAC. Прикольно. Ура! А вот они, кстати, 40 миллиметров. Вот они, 40 миллиметров, смарт-дизайн, ну, это очень-очень так, они, маленькая картиночка какая-то, ну, вообще прикольно, до 40 часов с ANC заявляют работу, 55 часов без ANC, это прям вот вообще топово, быстрая зарядка за 5 минут, дают 4 часа прослушивания, вот это прикол, а полная зарядка 2 часа, поддержка проводного подключения 3,5. Так, теперь смотрите, 98% шумодав. Это прям вот они заявились, тут вообще, я вам скажу, без шумодава вообще я ни хрена не слышу. Теперь, вокал, noise, слушайте, для вокала, это они так ENC назвали, что ли? Ну да ладно. Автоматический адаптивный шумодав, то есть, например, глубина, различные сценарии отрабатывают, тоже интересно, 40-миллиметровый динамический драйвер, опять, вернее, излучатель, и больше ничего не написали. При том, что, знаете, в чем фишка? Я когда уже тут готовился, изучал их, вот эта вот штука, которую мы рассматривали, да, это оптический датчик. То есть при снятии и одевании они срабатывают на включение-выключение музыки. Это очень хорошо. И плюс у нас еще и небольшой вес, 263 грамма, не будет вообще тяжело. Но давайте перейдем на Android. Первое, что мы проверяем, это качество звучания при разговоре и ENC. Да, это то есть насколько Лена будет меня хорошо слышать, она будет подавлять активный шум. Лен, включи, пожалуйста. Здесь ноутбук у нас сейчас шумит. Все, отлично. Все. Иди меня набирай на водофон и будем слушать, что получится. Ты меня слышишь хорошо? Да, я тебя хорошо и четко слышу, да. Ну поговори, раз, два, три, мне интересно. Раз, два, три, 2 раз, 1, 2, 3, 3, 1, 2. Ну, я тебя вообще отлично слышу, тут как бы у меня вопросов нет. Ты слышишь сейчас, как ноутбук шумит, как вообще, что Нет, вообще я происходит? слышу только твой голос. Только мой голос. Голос четкий, чистый? Четкий, чистый. Ну, в принципе, Да. мы здесь включаем именно диктофонозапись, и люди уже, в принципе, слышат. Но давай так, возвращайся. В принципе, мы доказываем, что правда, уже оценивать вам, насколько это все. Ну, вы должны понимать, что микрофоны,
запись самого диктофона, ну, это уже такое. Так, смотрите, все вроде бы нормально, теперь смотрим. Есть у нас кодек LDAC, есть ли он вообще? Сейчас посмотрим. Soundcore, сейчас AAC работает почему-то. А где LDAC? Должен быть. Давайте перейдем в Soundcore приложение. У нас есть Soundcore приложение, используем на Snapdragon смартфоне. Так, это выключаем. И давайте посмотрим. Так, включаем LDAC. Давайте установить. Так, переключили на LDAC. Мы видим, что здесь LDAC появился, да? А ну смотрим. В настройках LDAC есть. Все, да, то есть у нас есть HD LDAC, то есть до 990 килобит. В принципе, этот wireless Bluetooth Hi-Res будет работать. Ладно, что у нас есть еще в самих настройках? Шумодав. Это обыкновенный, то есть это вот без шумодава. Шумодав вообще, вот он гасит 98% шумов. Я вообще в нем ничего не слышу. Это, знаете, такой полный вакуум. Это просто, вот они включают, это у меня типа амбиент, режим прозрачности. А ну, лисичка, что-нибудь скажи. О, я тебя отлично слышу, вообще топ. Так, а теперь уменьшение шума ветра есть, хорошо. Режим, а вот тут вообще классная тема. Объясняю. Дело в том, что звуковые эффекты, здесь есть звук Hear ID, это протестировать ваши уши на каждую из частот для того, чтобы понять, как это работает. То есть вы выбираете свой возраст, дальше вы, ну он сейчас он просит найти тихое место, все более-менее. И он вам в каждом из звуков повторяет, да, я это слышу, это слышу, это слышу, это слышу. Слышу, 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 не слышу. В каждом из диапазонов вы выбираете, слышите вы звук или нет. И он составляет вам идеальный профиль под ваши уши. И вы выбираете потом, какая музыка вам больше нравится. Звук А или звук Б, допустим. Здесь нет разницы. Нет. Здесь А. Здесь Б. Здесь Б. И у вас есть идеальный профиль звучания под ваше ухо, под ваши частоты. Вы можете использовать Hear ID, вы можете использовать пресеты. Здесь 22 пресета, как они. Вы можете настроить эквалайзер сами, да, там, то есть это вот очень интересно. То есть у нас сигнатура Soundcore, короче, очень даже неплохо. Элементы управления вы можете настроить, допустим, нажать один раз, нажать два раза, различные действия. И что у нас еще тут есть? Режимы. Ну, режимы, тут уже режимы шумоподавления. Адаптивный, либо простой. В самих настройках у нас есть режим звука, потом у нас есть автоматическое снятие, одевание, это он будет автоматически определять, проигрывать либо останавливаться. У нас есть мультипоинт. Мультипоинт это мы можем подключить к двум устройствам, например, ноутбук и телефон. На ноутбуке зазвонило что-то, вернее, на ноутбуке слушаете музыку, на телефоне зазвонило, вы подняли трубочку, поговорили по телефону, положили, он продолжил проигрывать на ноутбуке. Это прямо охренительная тема, очень охренительная. Ну и обновление микропрограммы. Больше ничего в приложении нет, давайте слушать саму музыку. Давайте я поставлю так смартфончик, чтобы мне было удобно, чтобы я мог выбирать, нормально листать. Так, и поехали. С чего мы начнем? Так, здесь исполнители. Давайте начнем с попсы. Дело в том, что изначально... Оу. Вокал яркий, высоко расположен, классный.
Бас плотный, хороший. Сейчас еще. Послушай. In a big crowd, and now it's all I think about. I've had some leads, but nothing found. A puzzle I can't figure out. I'm running circles and I don't have a plan. I've got Хороший бас. Вокал яркий, высокий, действительно классный вокал, он хорошо расположен. То есть у нас, знаете, даже такие сами по себе вот эти вот высокие, такие хорошие, интересные высокие частоты, они добавляют такого блеска биту, перкуссии, ну такой, знаете, треки более воздушные, знаете, становятся. Нет излишней резкости, хорошо вообще. Ой, верните мне. Wake up, I don't know if I should. The situation isn't looking too good. Old couch with a new set of stains. If you got money in your pocket, I could go for some. I walk in, spotlights on me. Diamonds in my smile. Слушайте, ну бас-линии звучат такие, знаете, плотно, драйвово, и при этом бочка, бас-бочка и синтезаторные, они вместе, в принципе, там где-то такие плотничком. Не скажу, что тут перегружено басом, немножко зарезанные средние слышу, вокал прям вообще отлично. Ну, по сцене. Дело в том, что, как правило, поп-композиции, они не перегружены инструментами, и, в принципе, тут все воспроизводится чисто, хорошо. Для попсы вообще идеально. Это деталей достаточно. Что у нас тут еще? Бэк-вокалы, эффекты, синтезаторные штрихи, все хорошо слышно на фоне. То есть тут вопросов нет. Сцена не самая широкая, но для поп-музыки это в принципе не критично. Основной упор, в принципе, тут на чем в поп-музыке? На ритм и мелодию. Да, и тут они справляются отлично. 5 из 5. Серьезно вам говорю. Попса 5 из 5. Давайте хип-хоп и рэп послушаем. Сразу будем слушать с вокалом. Оу! All I ever wanted was $10 million cash quick. Yeah. All I ever wanted was $10 million cash quick. Ох, как качают. Слушайте, прям Cabbage. I like a that be cashing. He gon' spend it all 'cause I'm несы упругие такие с хорошим панчем такой. Бум. Вот честно. Бум-бум-бум. Прям вообще хорош. Такой драйвовый получается. Я прям... Yeah, it's going down, it's going down. Yeah, it's going down. Воу. Yeah, it's going down, it's going down. Она. She calling me crazy, I feel like Supreme Team back in the 80s. I'm talking my shit like some shady, you working a job. Baby, come lay me. Shit, my diamonds hit bright like a shooting star. We all boss, so they don't know who the god. Ну, давайте так. Хип-хоп — это жанр, в принципе, где фундаментально важен мощный низкочастотный бит, и вот здесь Space One, они вот в своей стихии, вот серьезно вам говорю. Звучит бас и в принципе бочки, да, там глубоко, тяжело, и прям бас такой качающий, хороший, низы упругие, как я уже сказал, с хорошим, действительно, хорошим панчем. Повышенные верхние частоты, они действительно повышенные, они дают такую четкость, и вот каждый слог разборчив именно в вокале. Вокал прям шикарный. Но опять же, собака зарезанный чуть-чуть средние. Вот, знаете, вот прям легкий спад середины я бы назвал. Легкий спад. Хотя это не особо мешает. По ширине сцены, ну, в хип-хопе обычно относительно немного, допустим, одновременных инструментов, так что Space One передают все элементы там достаточно хорошо, то есть отчетливо. При том, что вот чуть-чуть не хватает для полного такого погружения, но это вообще тоже не критично. И для рэпа прям 5 из 5. Я честно вам скажу, эти наушники слушал уже неделю. Для вас, конечно, этот вот сборный уже такой обзор пишу, да, давайте, электроника. По сути, я слушал тут и EDM, и танцевальную, и все слушал. Сейчас. Оу. Не та композиция, сейчас. Знаете, как я одним словом назову это? Hands
hands up if you ready. Say it loud if you ready. This all time we run it. Clap your hands if you ready. Stomp your feet if you ready. Let it be cause you ready. This all time we run it. Back on top feeling great. Back on top in the ranks. One shit one. Знаете, как описать электронику? Вот вы сейчас поймете. Клубная подача. Клубная подача. Энергичный бас, яркие верха. Отлично передаются биты, электронные бочки, суббасовые вот эти вот падения. Просто шикарная электроника здесь. Серьезно, 5 из 5. Подходит идеально. Плотный звук хороший, драйвовый, детальный. Я не знаю, как это описать. Но вы же понимаете, что электроника — это не живая музыка, как я ее. То есть это не академическая музыка. Здесь не так важна сцена. Здесь просто общая хорошая подача в виде клубной какой-то, с упором на ритмику. Вот давайте вот так вот назовем, с упором на ритмику. И тут звук не перегружен серединой, что в принципе тоже хорошо и остается чистым. Звук отлично. То есть для электроники EDM дэнса, допустим, с тем же самым вокалом, бас прям хорош. Воу! Такой прям панч чувствуется хороший. Пять из 5 электроника. 5 из 5. 5 из 5. Классика. 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 Давайте сейчас. Знаете, что я хочу сказать, что сразу, даже со старту, прям чувствуется, что басовый характер наушников... Подождите, что за фигня вообще проходит? Басовое звучание здесь вообще не надо. Вот вообще. Средние частоты отодвинуты, это слышно прям сразу. И оркестровое исполнение теряет вот эту свою прозрачность, знаете. То есть ты слышишь, как вот, такое впечатление, что половина инструментов просто отсутствует. Вот серьезно вам говорю, оно в кашу какую-то превращается. Вот здесь не хватает средних. И для классики очень узкая сцена. По сути, оркестру не хватает размаха, нет ощущения концертного какого-то зала, оно смазанное. Слишком басовая ориентированность наушников подавляет средние частоты, то есть скрипки, альты, фортепиано, они звучат нереалистично. И сама по себе сцена, она такой, фигня. Вот просто одним словом фигня, 2 из 5. 2 из 5, можно с натяжкой дать 2,5, но это максимум, который я дал бы. Для классики вообще не советую это слушать, это просто ужасно. Не-не-не. Вот когда сразу, да, что-то мне нравится, то нравится. Джаз. Ну, вообще, я вам скажу, джазу я не ожидаю большого какого-то прорыва, потому что сами по себе джазовые композиции, они требуют, у них высокие достаточно требования к натуральности тембра, балансу частот. Давайте посмотрим, сейчас что-то выберем такое. Не, это не то. Блин. Теплый бас вообще, приятно сразу, контрабас так сразу. Бочечка хорошо. Бас-линии жирные такие. Ну, сейчас, подожди. Шуршание щеток очень такое, знаете, деликатное. Такое прикольно. Нет такой излишней яркости. Хорошо звучит. Чуть-чуть сглаженный саксофон, но очень неплохо. Неплохо. Вокальный джаз, интересно.
Signs are busting out the door. Christmas songs in every store. Can't stand to hear one more. Please won't you make it stop? Snow is piled 5 feet high. Вообще я вам скажу, я смотрел обзоры, ну, глупо было бы отрицать, что я смотрел обзоры на эти наушники, и там некоторые обзорщики, они насчет джаза говорили такие вещи, что вот им не хватает, допустим, ну, есть здесь действительно в наушниках есть легкий провал середины, и поэтому вот у баритонов вокал сидит глубже в миксе. Как вот я даже так запомнил эту фразу, да, там человек говорит, вокал баритонов сидит в миксе. Я вот не соглашусь, вокал вот вообще он просто классный. Даже вот эта вот просаженная середина, она... А вот насчет сцены вообще достаточно близкая подача, хотя все инструменты локализуются, то есть я могу разделить, где какой инструмент, близкая подача, она не идет выше уровня глаз, и это прям вообще вот хорошо, знаете. Даже, наверное, выигрывает джаз здесь вот близкой подачи, и ты прям вот эффект небольшого джаз-клуба, и ты прям наслаждаешься этой музыкой. Вот именно вот этот вот Christmas тема, да, джазовая, она прям вообще здесь отыгрывает. Хотя другие обзорщики ставят им 3 из 5, я ставлю 4 из 5 четкие для джаза. Серьезно вам говорю. Вот этот вот бас, он добавляет вот этой вот хорошей теплоты, и вот просто 4 из 5 однозначно. Давайте посмотрим, что у нас еще есть. Рок, давайте рок мы с металлом будем сразу слушать, потому что альтернативный рок, по факту, он... классический рок... На таком роке, вот такой вот классический рок, я его всегда... Вот давайте так, поп, инди, альтернатива, там какая-нибудь с упором на вокал. Такие наушники будут звучать всегда здорово, потому что там бас-гитары, плотные бочки, ритм секции будут качать. И здесь действительно вот эта басовость, она сыграет. Тут больше меня из-за задушенной середины интересует металл, насколько рифы вытянутся. Знаете, вот на тяжелых стилях это как какая-то стена звука. Вот проявляется главный минус — неразборчивость на насыщенных жанрах. Вот серьезно вам говорю. И так сцена в роке, никогда не было широкой сцены, да. И так все инструменты скучаются ближе к центру, а здесь оно еще зарезанные средние, и такая каша, блин, по року, по металлу. Классический рок, ладно, хрен с ним, инди, альтернатива, все нормально, а вот металл — это вот 2,5, мои 2,5. Не, все. Не, с роком нафиг. Акустика. Давайте. Неплохо. Знаете, как, что самое интересное, теплая подача. Знаете, вот эти все гитарный низ, вот этот вот, знаете, когда особенно большая акустическая, прям теплая подача, действительно хорошо подчеркнута, классно. Оу, звук богатый такой, бархатный.
Легкий дефицит средних, вот легкий такой. Знаете, как я опишу вокал в таком случае? Чуть-чуть, вот если мужской вокал, если мужской, то да, там, если там более басистый, он более такой четкий, а если женский более высокий вокал, то такое ощущение, что она вот, начинается концерт, и она там раз и отступила там на пару шагов назад, вот она отошла, и ты вот слышишь больше вот эту басистость, вот эту гитары, да, там вот эти какие-то высокие моменты, а вот сам по себе женский вокал чуть-чуть, вот буквально чуть-чуть. Вот эффекта нахождения в зале нет. Вот по сути, вот сцена для такого жанра музыки, по сути, у тебя нет ощущения нахождения в зале. Это плохо. Звук скорее внутри головы. Вот серьезно говорю, ты сидишь и слушаешь. Детальность достаточная. Вот абсолютно все неплохо. Вы слышите вибрацию, дыхание при акустике, да, там дыхание исполнителя. Потому что такое акустика? Это живая музыка с живым исполнителем без особой обработки. По сути, на этих наушниках они звучат красиво, комфортно. Наушники добавляют приятного тепла и полновесности, однако вот недостаток искры, опять же, задавленных средних. Опять же, задавленных средних 4 из 5. 4 из 5. Слушайте, ну давайте так, я сразу здесь же буду уже делать вывод. И по сути это универсальные наушники, Bluetooth наушники с активным шумодаром, которые отлично справляются с популярными жанрами. Поп, хип-хоп, электронная музыка, они обеспечивают мощный и, по сути, насыщенный звук. Металл, классика — это то, что я бы не давал бы вот себе надежду на то, что вы будете слушать и получать удовольствие. Особенно классика — это просто какой-то полный факап и провал. Они предлагают неплохой баланс функций, имеется в виду, и хорошо можно там протестировать ваш голос, вернее звук, ANC, для хорошая длительность проигрывания, есть приложение, есть прозрачный режим, все хорошо, наушники подходят широкому спектру именно аудиоэнтузиастов, однако для профессионального прослушивания музыки, даже при том, что здесь есть кодек LDAC, уж слишком они имеют басовую такую свою составляющую, я бы их не рекомендовал. А так в целом наушники просто топовые для широкого потребителя, для широкого именно жанра, для широкого спектра музыки по типу попа, хип-хопа, электронной музыки и даже с моей точки зрения джаза, хотя другие обзорщики не сильно на джаз тут налегали. Ребят, рекомендую, прям топ из топа. За эти деньги, вот это вот хороший, скажем так, конкурент Sony и там JBL каким-то среднебюджетным. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.